Всем здравствуйте, меня зовут Иван Молодецких, аспирант-исследователь на ВМК МГУ, где я занимаюсь компьютерным зрением и нейросетями, но сегодня не про них, сегодня про Wayland-композиторы. Я много контрибьючу в свободное ПО. Так получилось, что я контрибьютил в Linux десктопы, контрибьютил с Wave, GNOME, в том числе над их композитором Matter работал. Но где-то 1,5 года назад решил попробовать написать свой композитор. И вот сегодня я вам расскажу, во-первых, что такое немного Wayland, как работает Linux десктоп, и потом разные приемы тестирования и профилирования, которые мне пригодились. Что такое вообще композитор? Под Linux существуют разные оконные среды. Есть как привычные, например, GNOME KDE, где окна располагаются одно над другим, как привыкли на винде. Есть тайловые оконные менеджеры, где весь экран делится на области. Каждое окно занимает полностью целиком выделенную область для экономии пространства. У меня же в нире главная фича — это прокрутка. И здесь получается, что весь экран, что у вас рабочий стол не ограничен по горизонтали экраном, а он бесконечный, его можно крутить влево и вправо. И когда открываешь новое окно, оно открывается просто правее, а дальше можно прокрутить влево-вправо. На первый взгляд звучит странновато, но на самом деле получается достаточно удобно. Например, вот у меня на первом рабочем столе браузер, на втором рабочем столе у меня какой-то проект, терминал-редактор, на третьем рабочем столе другой проект. И вот я работаю, мне нужен еще терминал с гитом, но он мне нужен редко, поэтому я его могу открыть где-то левее, переключиться на него, что-то сделать, потом переключиться обратно. Или я могу открыть какое-то временное окно, посмотреть на какие-то скрины, и тоже у меня другие окна никуда не сжимаются, а они остаются как есть. И потом я это все могу закрыть, вернуться туда, где я работаю. Ну хорошо, что же такое Wayland-композитор? У нас на компьютере запущены программы, мы хотим им посылать события от клавиатуры и мышки, но мы не хотим программам напрямую давать доступ к клавиатуре и мышке, потому что тогда программы будут читать события с клавиатуры, предназначенные другим программам. Например, вы пароль вводите, а другая программа его прочитала. Поэтому посередине сидит Wayland-композитор, который, с одной стороны, через логин D имеет эксклюзивный доступ к устройствам ввода, а потом он по Wayland-протоколу отправляет события ввода программам только тем, которые сейчас открыты. Программы, в свою очередь, на них как-то реагируют, рисуют новое содержимое окна, отправляют обратно буфер по Wayland-протоколу. Wayland-композитор рисует, композирует всю сцену рабочего стола и отправляет ее на видеокарту для отображения на мониторе. И при этом Wayland-композитор, он находится в этом месте, получается, что он делает вообще очень много всего. Например, все местоположение и размеры окон отвечает Wayland-композитор. Когда вы блокируете экран, тоже Wayland-композитор за это отвечает, потому что он должен сделать так, что когда экран заблокирован, у вас никакой ввод не проходит ни в какие программы. Если вы в Zoom делаете скринкаст, у вас кадры для скринкаста тоже работает Wayland-композитор. В связи с этим у Wayland-композитора 3 главные задачи. Во-первых, это не вылетать, потому что если Wayland-композитор ваш вылетел, вместе с ним вылетели все вообще программы, а вместе с ними вылетела вся несохраненная работа. Вам это очень не понравится. Во-вторых, не терять окна. Если композитор потерял окно, вы это окно больше вообще нигде не найдете. Тоже неприятно. Третье, не тормозить, потому что вы все-таки на компе пользуетесь какими-то программами, и вот вы, например, играете в игру, вы хотите, чтобы у вас максимум ресурсов уходил на эту игру. А если Wayland-композитор будет сверху еще что-то лагать и тормозить, у вас вообще весь рабочий стол будет лагать и тормозить. Вам это тоже очень не понравится. Как вообще писать композиторы? Есть несколько разных библиотек. Во-первых, libweston — это референсная реализация. Она часто используется во встраиваемых композиторах или Windows Subsystem for Linux. Есть C-шная библиотека WL-Roots, наверное, самая популярная. Все подряд отдельные композиторы на ней написаны, такие как Sway River. Есть ростовая библиотека, это Smithy. На ней, наверное, самое известное написано — это Cosmic. Это новый десктоп от компании System76. У них буквально вчера вышла 4-я альфа, вот они его пишут на Smithy. Ну и в Байнире тоже написан на Smithy. Также у больших десктопов, таких как GNOME KDE, есть своя реализация, потому что когда они начали встраивать Wayland, еще этих библиотек не было, поэтому у них своя реализация. Зачем вообще нужны эти библиотеки? Вот у WL-Roots в README написано, что это где-то 60 тысяч строк кода, которые вам бы пришлось самим написать все равно. Причем вот эта цифра 60 тысяч, она постоянно обновляется. То есть там несколько лет назад было 40 тысяч строк кода, потом 50 тысяч, сейчас 60 тысяч строк кода. Что это за 60 тысяч строк кода? Ну, покажу на примере. Пусть у вас есть 2 монитора, зеленый и синий, и у вас есть 3 программы. В этих программах есть Wayland ссылки на эти мониторы. Причем в одной программе у вас есть по одной ссылке на каждый монитор, во второй программе есть 2 ссылки на зеленый монитор и так далее. Вы заходите в настройки, меняете масштаб монитора на 200%, и у вас композитор должен пройти по всем открытым программам, найти все именно правильные ссылки на этот монитор, всем сказать, что у нас теперь масштаб 200%. Или вы поворачиваете синий монитор, та же история, нужно найти все правильные ссылки, всем им сказать.
А потом программа там создает новую ссылку, и этой новой ссылке нужно вообще весь текущий стейт передать. Это огромная куча бойлерплейта, вот как раз здесь библиотеки с этим помогают. У вас со стороны композитора есть только один объект, отвечающий за монитор, вы ему одному говорите, у нас теперь поворот 90 градусов, а библиотека внутри себя трекает, какие у нас открыты программы, каким объектам что нужно отправить. Давайте немного теперь про сам протокол Вейланда. Он изначально разрабатывался для асинхронности и для минимизации раунд-трипов и ожиданий между программой и композитором. Поэтому у вас задача программы — это сделать как можно больше вызовов Вейланда за раз перед тем, как их отправить все одной пачкой в композитор. Поэтому у нас специфика протокола такая, что в каждом вызове в протоколе прописано, какой объект, ну, то есть какая ссылка создается в этом вызове, а дальше с этой ссылки можно прямо сразу работать, еще даже не отправляя ее никуда. Например, программа хочет открыть новое окно. Для этого ей нужно создать сервис, вот create surface. У нас создается ссылка new val surface, дальше мы еще никуда это не отправили, но мы уже можем следующий вызов делать getXDG сервис с помощью него. И вот мы накапливаем как можно больше вызовов, и в конце у нас commit. В этот момент мы уже все вызовы, которые могли сделать, мы их все целой пачкой отправляем в композитор. А дальше композитор читает их тоже последовательно, создает все те же самые объекты и уже может, например, ответить configure. Это композитор говорит, какой размер должен быть у нового окна, в данном случае 200 на 200. Также здесь композитор присылает серийный номер запроса, про него сейчас расскажу. Дальше программа уже, когда она получила эти данные, она может создать буфер нужного размера, нарисовать в него что-то и уже прислать композитору целиком буфер. Причем между вот этими вот двумя моментами программа может делать что-то еще. Например, у программы открыто какое-то второе окно, оно может по тому же самому Wayland-сокету общаться про это второе окно, и никакой коллизии тут не будет. И вот этот вот серийный номер в configure, благодаря нему у нас все время сохраняется причинно-следственная связь. То есть программа перед тем, как ответить именно на этот запрос, она присылает так конфигур с тем же самым серийным номером. И вот это очень важно для синхронизации. Например, у нас экран разделен на два окна, и мы хотим их одновременно отресайзить. И композитор, он может обеим окнам отправить новый размер, а дальше он может подождать, пока оба окна ответят вот именно на этот запрос с новым размером. Только в этот момент нарисовать следующий кадр. Тогда у нас никогда не будет ситуации, как слева, когда у нас одно окно как бы уже изменило размер, другое окно еще нет. Благодаря Вейланду, несмотря на асинхронность, можно делать такую синхронизацию. С точки зрения Rust, у нас картина такая, мы не хотим никаких await после каждого вызова, потому что мы хотим как можно больше вызовов сделать за раз, и потом их все разом отправить. То есть у нас каждый вызов как бы уже сразу возвращает нужный объект, который он создает, и только когда мы сделали все вызовы, которые могли, мы в конце вызываем где-то connection flash, который их все собирает и отправляет в композитор. В Rust это реализовано в Critical Loop, это такой event loop через callback, и библиотека SMID как раз построена на этом крейте. У самого SMID такое API, он представляет ряд трейтов, и в этих трейтах есть обработчики событий. Например, программа создает новое окно, у вас вызывается обработчик new surface, и вы можете как-то ее похендлить. Здесь еще нужно сказать, что когда вы пишете композитор, у вас почти из каждого обработчика хочется иметь доступ почти ко всему вашему глобальному состоянию. Например, вы открываете окно, и вам нужен, во-первых, доступ к списку окон, чтобы туда добавить. Во-вторых, вам нужен доступ к устройствам ввода, потому что если окно открылось прямо под курсором мышки, вам сразу ему нужно отправить вот это событие под курсор мышки. В-третьих, вам нужен доступ к рендерингу, чтобы запустить анимацию. В общем, вам хочется везде иметь свой глобальный стейт. И вот благодаря тому, что у нас нет авейтов, Create Call как раз может этот глобальный стейт во все callback'и, вот mood self, нам отправить. А в коде это выглядит так, что сначала мы создаем event loop из call, мы создаем Wayland Display, создаем наше большое глобальное состояние. Дальше мы Wayland Display подвешиваем на event loop таким образом, что если у нас от программы приходит какое-то событие, event loop просыпается и вызывает наш callback. А в конце когда запускаем event loop, мы как раз ему большое глобальное состояние передаем. И вот ровно эта ссылка, она к нам приходит и в callback, и дальше она может прийти нам во все обработчики событий. Давайте теперь перейдем снова к задачам Wayland композитора. Не вылетать, не взять окна, то есть надо как-то поддерживать корректность. Я для разогрева расскажу немного про enum для состояния подсистем, затем поподробнее расскажу про рандомизированное тестирование. Вообще в композиторе много машин состояний. Например, вы в Zoom шарите окно.
и у вас вы изменили размер этого окна, например, отресайтили. Что при этом должно произойти? Во-первых, композитор должен Zoom сказать, у нас размер окна изменился. Zoom должен обратно прислать, что вот мои форматы буфера, которые я поддерживаю. Композитор должен зафиксировать формат, программа должна согласиться. Можно нарисовать вот такую машину состояний, как тут справа. А в Rust это дело очень удобно представлять enum, где каждый вариант enum соответствует одному состоянию в машине состояний. А уже в коде, когда у нас что-то происходит, мы делаем матч по этому состоянию и какую-то логику в зависимости от состояния можем делать. А переходы между состояниями мы просто записываем нам в state следующее состояние. И здесь главная фишка в том, что у нас в этом enum в каждом состоянии могут быть какие-то свои отдельные данные. То есть вот есть распространенная ошибка, когда мы находимся в одном состоянии, случайно прочитали данные из другого состояния. Вот в Rust нам система типов такого делать не дает, в принципе. Поэтому это очень удобно делать. Вот еще один пример. Отправка кадров на экран. Здесь есть несколько сложностей. Например, можно отправлять только один кадр за раз, дальше нужно подождать, пока экран отрисуется. Отрисовывать мы хотим при этом, только если что-то на экране изменилось, чтобы лишний раз GPU нашу не поднимать. Причем, если ничего не изменилось, мы все равно не хотим сразу об этом сказать программам, чтобы у нас цикла не возникло. Ну вот здесь машины состояний посложнее, я в нее углубляться не буду, но в Rust это тоже обычный enum, где каждое состояние это вариант enum, и в каких-то состояниях у нас какие-то данные. Окей. Эта часть багов нам полечила, но все же хотелось бы как-то протестировать, чтобы остальные баги в логике поймать. Как вообще тестировать композитор? Ведь это такой системный компонент, ему нужен эксклюзивный доступ к устройствам, его как бы просто так и не запустишь. Ну, самый очевидный вариант пользоваться самому, конечно же, несмотря на то, что некоторые про него иногда забывают, но действительно очень действенный вариант, поэтому он здесь первый. Дальше, конечно, есть необычные тестовые клиенты. Вот эти тестовые клиенты, они пытаются стриггерить разные edge-кейсы в вашем коде. То есть, например, набор клиентов Randfall, он пытается триггерить разные ошибки в Wayland протоколе, которые обыкновенные программы, ну, часто они не триггерят. Таким образом, можно протестировать всякую обработку ошибок. Дальше есть Wayland Conformance Test Suite, это уже штука помощнее. У нее есть как набор клиентов, так и часть, которую нужно подключить к себе в композитор и выдать ей несколько колбеков, например, там, дать ей возможность двигать окна. И дальше Wayland Conformance Test Suite запускает свои программы, через хуки в композиторе что-то с ними делает и проверяет, что все сделалось как надо. Но все-таки это очень тяжеловесно, тут запускаются процессы, надо говорить по Wayland сокету, хочется как-то тоже юнит-тест, чтобы это работало побыстрее. Остается писать подсистемы с расчетом на мок-тестирование. Я покажу на примере подсистемы размещения окон. Это, наверное, самая главная подсистема, потому что она отвечает за самую главную часть, где расположены окна. С точки зрения кода у меня есть главный enum layout, в котором хранятся окна. Но я не храню в нем напрямую вейландовые окна, я в нем храню generic W, который должен удовлетворять трейту layout element. Вот в этом трейте у меня все функции, которые я могу хотеть от Wayland окна. То есть функция, чтобы получить его размер, функция, чтобы попросить его изменить размер, функция, чтобы его отрендерить. В общем, все, что нужно в этом трейте. А на самом лайауте у меня определены функции, которые соответствуют примерно один в один операциям, которые делает пользователь. То есть можно подключить монитор, открыть окно, сфокусировать окно слева, сфокусировать окно справа. И я знаю, что после каждой такой операции у меня состояние лайаута должно быть внутренне консистентно. Для этого у меня есть функция Verify Invariance, которая как раз это и проверяет. Например, она проверяет, что когда у нас подключены мониторы, у нас список мониторов не пустой, а индекс активного монитора валидный. И она, в свою очередь, передает управление дальше, Verify Invariance, уже под компонентом. Дальше, когда я пишу тесты, я делаю enum с перечнем операций. Здесь вот в этом enum операции, они почти один в один соответствуют вызовам функций на лайауте. То есть вот это вот как операции, которые сделал пользователь. А непосредственно в тестах я использую не настоящий Wayland окна, а я пишу struct test window, который, естественно, ни по какому Wayland сокету ни с кем не общается, а просто в памяти реализует вот все вот нужные методы. Дальше я пишу вспомогательную штуку, которая создает новый лейаут, применяет все операции из списка последовательно, после каждой операции проверяет консистентное состояние. У нас после каждой операции состояние должно быть правильное. И дальше я могу писать тесты, ну, просто вот с помощью массива. Тут можно представить, например, вот я средний тест, если я выполняю руками.
Мне нужно переключиться на другой терминал, открыть композитор, запустить окно, сделать его fullscreen, запустить другое окно, сделать еще одну операцию. Это у меня заняло бы не меньше минуты. А здесь этот тест выполняется моментально, потому что у нас никакого процесса не запускается, никакого взаимодействия по сокету нет. В общем, очень удобно. И все же, что если мы таким образом вот написали тест и на что-то пропустили? Давайте теперь немного про тестирование свойств. Здесь есть в Rust два основных креста, это prop-тест и quick-check. Они плюс-минус делают одно и то же, но вот я использую prop-тест, поэтому я на его примере покажу. Модельный пример, пусть у нас есть функция, которая парсит дату из строки в 3 числа. Мы можем написать какие-то тесты вручную, что у нас правильная дата парсится правильно, неправильные даты не парсятся, что если мы что-то пропустили. И вот тестирование свойств говорит, что мы можем не знать правильного ответа для каждого входа, но у нас могут быть какие-то свойства. Например, если мы сгенерировали точно валидную дату с помощью регекса, мы знаем, что наша функция должна ее распарсить и как бы не вернуть ошибку. Или вот еще пример. Мы сгенерировали 3 числа как бы компонента даты, отформатировали их в строку, дальше распарсили эту строку обратно нашей функции, и дальше они должны совпасть с теми 3 числами, которые были на входе. Prop-тест будет случайно генерировать варианты и пока не найдет ошибку. Вы скажете, очень похоже на фазинг, действительно, это разновидность фазинга. Тут главная фича — это минимизация. Благодаря тому, что prop-тест знает, как у нас генерируются входные данные, когда он находит случайную ошибку, он начинает пытаться минимизировать каждую из входных переменных так, чтобы ошибка сохранялась. И вот он минимизирует, в конце у нас выдает y равно 0, m равно 10, d равно 1. Такое гораздо приятнее дебажить, чем какие-то случайные числа. Дальше, соответственно, переходим обратно в композитор. Вот у меня был перечень операций. Я на него сверху вешаю derive arbitrary. Это трейд из prop-теста, который позволяет случайно генерировать операции. И дальше я пишу тест буквально в 6 строчек, который берет, генерирует векторы случайных операций и запускает вот эту функцию, которая их подряд применяет и проверяет состояние. Давайте посмотрим, как это работает. Я специально вношу баг. Вот у меня функция, которая удаляет монитор. Я забываю обновить индекс активного монитора. Как раз на это у меня есть проверка в Verify Invariance. Я запускаю cargo-тест. Prop-тест находит какой-то случайный пример, а дальше он его минимизирует, и на выходе он мне выдает вот такие вот список из 4 операций. И вот представьте, если бы это был фазинг, то фазинг мне бы выдал список типа вот 50 операций, и иди там, пойди разберись, какая из них привела к ошибке. А prop-тест мне их минимизировал, здесь вот это реально оптимальный, как бы меньше сделать нельзя. Но, как правило, он выдает результат близкий к оптимальному. Это очень просто дебажить, а во-вторых, можно просто вот взять этот вывод, скопировать в отдельный юнит-тест, и вот у меня теперь есть готовый юнит-тест ровно на этот баг. Вот этот prop-тест я не могу нарекомендоваться, потому что он реально мне находит там все подряд баги, когда я пишу код в логауте. Окей, логику мы протестировали, но у нас есть какие-то визуальные вещи, например, анимации, которые как бы так не протестируешь, надо смотреть глазами. Ну вот я сделал вспомогательную прогу, в которой просто набор тест-кейсов слева, и каждый тест-кейс, он создает новый логаут, а дальше он по таймеру применяет к нему какие-то операции. Я могу быстро сквозь них прокликать, посмотреть, какие анимации, что все анимации выполняются правильно. И вот это вот возможно тоже благодаря тому, что у меня логаут зависит от дженерика W, потому что, естественно, здесь не настоящие Wayland окна, а здесь другое тестовое окно, которое представляет из себя зеленый прямоугольник. Вот благодаря мок-тестированию можно писать разные интересные штуки. Ну и, конечно же, тестировать можно не только код. Например, у меня есть документация конфига, где есть пример кода, пример конфига для каждой опции. И эта документация хранится в виде markdown файлов в самом репозитории. Дальше я пишу тест, который читает все markdown файлы, выдирает все куски кода и пытается каждый из них распарсить как конфиг. Если я сделал где-то ошибку, у меня тест вылетает. То есть таким образом я уверен, что у меня все примеры конфига в документации валидны. Что же говорят пользователи? Я нашел 2 каких-то комментария. Вот один из пользователей говорит, что он уже там 8 месяцев пользуется, у него ни разу не вылетело. Но оно, конечно, вылетало, но как бы приятно, что действительно много багов удалось таким образом найти. Давайте перейдем теперь к третьей задаче, не тормозить, поговорим про профилирование. Здесь сразу скажу, есть такой замечательный crate profiling. У него есть буквально там вот один proc-макрос, который можно вешать на функцию, а дальше он интегрируется с 4 разными профилировщиками, то есть можно потыкать, посмотреть, выбрать, какой вам больше нравится. Среди них профилировщик Tracy. Я Tracy пользуюсь уже
ну, где-то 2 года. Это очень классный профилировщик, в нем огромная куча фич, с ним приятно работать. Сейчас я расскажу про него поподробнее. Вообще, Tracy, как и другие профилировщики из этой серии, рассчитан на ручную разметку кода. Это можно сделать как с помощью Create Profiling, но вот есть специальный Create для Tracy, с помощью которого можно разметить как бы все фичи Tracy, которые он поддерживает. Самая базовая разметка — это span, зона. Если мы ставим это дело в начало функции, то у нас Tracy начинает записывать время выполнения функции. Вот я скомпилировал программу, дальше я запускаю Tracy. Здесь сразу вижу первую крутую фичу. Он показывает IP-адрес, то есть Tracy умеет профилировать по сети. Вы можете написать программу для мобильника, скомпилировать ее, запустить на мобильнике, а дальше Tracy запустить на ноуте в той же самой локальной сети, подключиться и отпрофилировать программу на мобильнике. Как бы по-другому на мобильнике на самом особо не попрофилируешь, поэтому это супер круто. Вот мы подключаемся, что-то записываем. Видим вот такую картину. Это у нас таймлайн, здесь слева направо идет время. Прямоугольники — это функции, которые мы разметили. То есть они вот прямо во времени показаны. Можно, естественно, зумить туда-сюда. Вот я чуть-чуть зазумил. Вот у нас сверху этот прямоугольник, функции, которые я показывал пример. Под ним еще прямоугольники — это другие функции, которые я разметил, которые вызываются изнутри этой функции. То есть видно уже прям во времени, где вызываются функции. Дальше я нажимаю на этот прямоугольник, и Tracy мне показывает справа окно со статистикой. Вот тут есть очень классная гистограмма. Это гистограмма по длительности вызова функции для всех как бы вызовов этой функции. То есть если у нас функция работает нормально, но иногда у нее случаются какие-то выбросы, мы прямо вот на этой диаграмме здесь увидим этот выброс, а дальше мы вот в этой таблице отсортируем по длительности вызова, зазумимся туда и раздебажим, что это вообще такое было. Или вот другой момент в таймлайне. Здесь у меня уже больше вложенных вызовов. Здесь я показываю окно с глобальной статистикой. Это статистика вообще по всем функциям. Здесь тоже можно увидеть там общее время, занятое этой функцией, там количество вызовов тоже можно отсортировать, посмотреть, выбивается ли что-то. А дальше на самом таймлайне у нас есть еще такие маленькие синенькие кружочки. Если на них навести мышкой, то Tracy нам показывает backtrace. То есть, несмотря на то, что Tracy рассчитан на ручную разметку, он все равно периодически собирает вот полный backtrace. Тоже иногда бывает это удобно. И, наконец, есть такая классная фича. Вы заметите, на таймлайне есть такие зеленые области, а есть красные области, которые еще затемнены. Вот эти красные области — это когда у нас программа блокируется. Например, программа пошла читать с диска. Tracy автоматически в каждой из красных областей собирает backtrace. Можно нажать на красную область, посмотреть, где у нас программа заблокировалась. В данном случае мы пошли куда-то писать программы на GPU, что, в принципе, оправдано. Но если вдруг у меня какая-то блокировка, про которую я не знаю, например, что-то читает из файла на main-thread, я об этом могу узнать. Вот все эти фичи этот Tracy для меня сделал при помощи, вот я делал минимальную разметку, вот и Create Profiling тоже такую можно сделать. Все эти фичи у меня уже есть. Дальше я покажу несколько фичей, которые специфичны для Tracy. Можно размечать руками цвета прямоугольников. Здесь у меня пример из GNOME Shell, потому что в GNOME Shell в нем UI написан на JavaScript, а ядро написано на осях. И здесь я цветами разметил, когда у нас из C вызывается JS, и когда из JS вызывается C. И здесь вот прям очевидно можно видеть такие бутерброды на стеке, где у нас из C вызывается JS, из JS C, потом из C обратно JS, из JS обратно C. В общем, цвета для этого очень хорошо подходят. Можно размечать сообщения, они такими треугольничками на таймлайне, какую-то инфу можно сюда разметить. Очень классная фича графиков. Тоже просто разметка, мы передаем текущее значение. Вот у этих графиков, у них очень классная штука в том, что они всегда адаптируются под ваш текущий зум. То есть у вас минимум и максимум, он всегда вот на промежутке, который вы сейчас видите. Поэтому если вы там разметили, например, количество элементов для отрисовки, если там будет какой-то пик, вы это можете легко увидеть и потом легко туда зазумиться и посмотреть, что это было. Также в Tracy можно размещать кадры. Tracy вообще направлен на профилирование видеоигр, поэтому там есть некоторые фичи, которые вот конкретно для видеоигр очень подходят. Если их разметить, с самого верху есть появляется такая панель с зелеными, вот у меня здесь прямоугольниками, и дальше можно выставить target FPS, то есть целевой FPS. У меня дома монитор 170 Гц, я выставляю 170 FPS, а дальше, если у меня кадр укладывается в 170 FPS, он будет зелененьким. А если не укладывается, например, слишком длинный, что-то у нас лагнуло в игре, он будет красным. Опять же, очень легко можно тогда его увидеть, туда зазумиться, посмотреть, что это вообще было. Также Tracy умеет размещать GPU-зоны.
Это зоны, которые выполняются на видеокарте. Здесь уже немного посложнее, потому что видеокарта работает параллельно процессору, с нее собрать правильно таймстампы — это целая история, но, в принципе, не супер сложно. Если мы такое размещаем, у нас появляется дополнительный таймлайн сверху, где такие красные прямоугольники. Вот эти красные прямоугольники — это когда у нас видеокарта рисует то, что мы ей засабмитили с CPU. А если на нее навести мышкой, то на основном таймлайне появляется вот такое вот красное выделение. Это как раз тот момент, где мы на CPU сабмитили вот эти команды для отрисовки. А сам красненький прямоугольник — это когда видеокарта до них добралась. Тоже, если вы работаете с GPU, это может быть очень удобно. Ну и, наконец, Tracy умеет профилировать аллокации. В Rust это подключается буквально в 3 строчки. Здесь обратите внимание на аргумент 100. Это глубина колл-стека, который Tracy будет собирать в каждой аллокации. Здесь я покажу на примере. Я когда готовил слайды, мне пришел баг-репорт, что когда блокируешь экран и разблокируешь, течет немного память. Вот я подключил профилирование аллокаций, у меня на оранжевом графике видно, я 4 раза заблокировал экран, у меня после каждого раза память чуть-чуть увеличивается, действительно есть утечка. А в общем списке есть много аллокаций, которые активны, то есть их никто не освободил. Дальше я нажимаю на кнопку «Посмотреть колл-стек», и я посмотрел на несколько этих колл-стеков, обратил внимание, что здесь аллоцируются данные, которые для Wayland окна. Я решил, что, может быть, где-то у меня есть цикл из сильных ссылок, где одна сильная ссылка указывает на другую, а вторая указывает на первую, таким образом они никогда не освобождаются. Я пошел смотреть, действительно в Смиде нашел такой цикл, поменял сильную ссылку на слабую ссылку. Еще раз провожу этот тест, у меня больше после каждого раза память возвращается на место. То есть, действительно, в этом была проблема. Tracy помогла мне ее раздебажить. Также есть общая статистика по функциям, где целое дерево вызовов. Для каждого вызова указано, сколько килобайт эта функция всего аллоцировала, сколько раз она аллоцировала. Очень удобно смотреть. Напомню еще раз, что crate profiling, который размещает для 4 профайлеров, ну и для каждых из 4 профайлеров есть специфичные крейты, в которых все фичи этого профайлера. Ну вот, на бумаге у нас работает хорошо, цифры хорошие, но как-то вот хочется все-таки физически проверить, что у нас реально быстро работает. Я заморочился несколько лет назад, сделал такой тестер задержки. Это такая микроконтроллер Tinsy, который подключен световой сенсор. А сам микроконтроллер, в свою очередь, подключен по USB к компьютеру и может эмулировать нажатие на клавиатуру. Вот я сенсор направляю на конкретное место на мониторе, а дальше микроконтроллер, он посылает нажатие пробела на компьютер, а световой сенсор, он всегда считывает уровень света. И дальше я могу посмотреть, сколько времени прошло между нажатием пробела и когда у нас загорелся пиксель. Но данные достаточно шумные, у меня там есть страшные скрипты на питоне, которые убирают шум, считают статистики. Получается вот какая-то такая картина. Здесь черные точечки – это отдельные измерения, то есть мы один раз нажали на пробел, один раз посмотрели, сколько это заняло, и вот у нас одна черная точечка. Мы ожидаем, что у нас вот эти черные точечки, они примерно равномерно распределены внутри кадра, потому что у нас же монитор отрисовывается с фиксированной частотой, а пробел мы нажимаем в случайный момент времени. Мы могли нажать как бы в начале кадра, тогда точечка будет выше, либо мы могли нажать ближе к концу кадра, тогда точечка будет ниже. В принципе, тут мы это и видим. Вот я таким образом замерил пачку композиторов. Нири здесь оказался в числе лучших, но плюс-минус шум там, естественно, присутствует. Тут интересно, что на этом графике я нашел баг в GNOME Shell, где он при некоторых условиях может терять один кадр задержки, и вот на этих графиках прям очевидно видно. Тут также какой-то баг в своей я нашел таким образом. Что же говорят пользователи? У меня был вот один комментарий, где пользователь говорит, что у него по сравнению с иксами и SVM прям сильно упала температура ноута, и у него получается смотреть видео более высокого разрешения. Я на самом деле очень удивился, когда я прочитал, потому что не то чтобы заморачивался как-то с профилированием, но вот, похоже, реально там на Расте хорошо получилось. Мне было очень приятно. Но, конечно, не все так прекрасно, есть сложности. Во-первых, конечно же, partial borrowing, точнее его отсутствие. Покажу на примере. Пусть у нас есть колонка с окнами, и мы хотим сделать функцию, которая возвращает позиции окон. Здесь вот у нас в этой функции делается итератор по одному единственному полю. Дальше мы хотим, чтобы отрендерить, нам нужны, соответственно, не только эти позиции, но и сами тайлы. Вот мы вызываем функцию, вызываем итератор по другому полю, делаем zip. Все отлично. А дальше нам понадобился mood.
tile. И вот здесь вот уже Rust начинает на нас ругаться, потому что мы, с одной стороны, боровим одно поле self-tiles, а с другой стороны, функция, она боровит весь self целиком, потому что в Rust пока нельзя сказать, что вот эта функция, она боровит только одно поле self-y. Ну, какой здесь есть трюк? Можно вот это self-y передать прям аргументом в эту функцию, тогда у нас получается, что функция больше не боровит целиком self, ну, вот его приходится так передавать, но этот код теперь работает. Вторая сложность — отсутствие генераторов. Часто, когда я пишу функцию, которая возвращает итератор, у меня в ней какое-то есть условие. Хочется, в зависимости от условия, вернуть разные итераторы. Конечно же, это не компилируется, потому что, несмотря на то, что оба этих типа, они impl-итератор, но это два разных типа, мы не можем два разных типа вернуть из функции. Здесь я пользуюсь таким трюком. Я делаю два опшена. В первый опшен я кладу первый итератор, во второй опшен я кладу второй итератор. А в конце я возвращаю из них chain. То есть у нас как бы все время возвращается либо один, либо другой итератор, но это один и тот же тип, его можно вернуть. Ну и третья сложность, дополнительные данные. Часто вот у меня итераторы обрастают дополнительными данными. Вот у меня был итератор по workspace, а вот там где-то еще в коде понадобился индекс workspace, а вот где-то еще в коде понадобился монитор. В общем, вот такое вот обрастание происходит. У меня тут, к сожалению, решения нету, но вот в ряде своих проектов я заметил, что есть такая проблема. В заключении, Rust вполне хорошо подходит, чтобы написать композитор, причем получается быстро и устойчиво. Есть классные решения для тестирования и профилирования, но все же приходится платить некоторым developer experience. Опять же, время компиляции никто не отменял. У меня с линкером mold, debug build, билдится 15 секунд. То есть после каждого изменения приходится там ждать. Но я считаю, что для такого компонента, как Wayland Compositor, я могу как бы потерпеть 15 секунд, и, в принципе, получается достаточно хорошо. На этом у меня все. Вот есть ссылка на проект, если вам интересно. Пожалуйста, оцените доклад по QR-коду. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Добрый день, меня зовут Антон. Собственно говоря, у меня вопрос такой. Если обрастают какими-то дополнительными полями объекты в запросах, нельзя ли использовать вынос в структуру типа контекста? То есть, допустим, у тебя есть контекст для отрисовки, есть контекст для GPU, контекст еще для чего-нибудь. Да, у тебя там будет с десяток структур, но проблема с тем, что тебе нужно делать из них какие-то супертрейты с врэперами, она вроде бы как уйдет. Ну, действительно, можно это объединять в структуры, но проблема в том, что вот здесь-то как бы все данные, они как бы уже есть под рукой, а у меня в другом проекте часть данных, которая была нужна, их надо было вычислять по ходу, и как бы не хочется платить вот за то, что когда мне нужна только одна штука из этого тупла, не хочется платить вычислением всех остальных штук. И также не хочется платить вот несколько методов, каждый из которых возвращает там workspace плюс какие-то рандомные данные. Ну, вот, не знаю, вот такая вот проблема у меня. Ну, понятненько так, Саша. Добрый день, отличный доклад, спасибо. А сразу вот про компиляцию, про долгую, есть возможность, наверное, попытаться запускать дебажные сборки на CraneLift или вообще на Мире. Но это так, лирическое отступление. А с latency-тестами и так далее, там должен очень сильно влиять Adaptive Sync. Есть ли его поддержка, как это вообще влияет, как работает? Смотрите, ну, во-первых, CraneLift я еще не пробовал, возможно, стоит попробовать. Насчет Adaptive Sync имеется в виду еще VRR, вот это, ну, да. Переменная частота кадров. Дело в том, что переменная частота кадров, она не убирает минимальную, вот этот минимальный интервал, то есть если у вас монитор 170 Гц, он быстрее, чем 170 Гц, отрисовываться не может. Да, конечно, если вы, например, печатаете в редакторе, вы нажимаете кнопку, у вас перед этим никаких кадров не было, Adaptive Sync тут действительно с задержкой помогает. Но вот, например, если там идет какая-то постоянная перерисовка, например, играешь в игру, то там Adaptive Sync не всегда помогает, потому что иногда мы упираемся просто в минимальные... Да, конечно, но вот в случае с вот этой демкой, которая была, там, кажется, ничего кроме курсора-то и нет. Да, там у меня был отключен Adaptive Sync, то есть там я замерял вот именно...
если Adaptive Sync нету, потому что он все же не в каждом мониторе, я замерял вот насколько быстро оно работает без Adaptive Sync, потому что все равно это хороший такой базовый тест на то, насколько быстро все работает. А с ним получается ли число около нуля? Около нуля не получится в любом случае, потому что нужна же еще какая-то обработка, плюс в ядре еще какие-то дилеи. Я сейчас с Adaptive Sync еще так не замерял, можно будет попробовать, потому что действительно интересно. Я ожидаю, что там получится не то, что около нуля, но там вот этот вот разброс, я ожидаю, что он уйдет. То есть у нас будет больше вот по нижней границе. Действительно, надо попробовать. Вопрос, то есть, а как происходит непосредственно работа с видеокартой? То есть это используется Vulkan, и если да, то какие библиотеки? Смотрите, в композиторах принято использовать OpenGL, потому что он поддерживается примерно везде, и композиторы, они на самом деле не сильно нагружают графику, потому что у вас есть несколько прямоугольников окон, вам нужно их просто один на другом нарисовать. Поэтому от Vulkan там просто достаточно мало оказывается плюсов, поэтому, как правило, композиторы используют OpenGL для отрисовки текстур, а потом уже на видеокарту отправляется через API DRM KMS в ядре. И вот как раз вот эти вот проблемы с тем, что нам надо ждать, пока монитор отрисует кадр, перед тем, как нарисовать следующий кадр, это вот уже API DRM KMS такое от нас требует. Ну, как помню, там были обсуждения, что какой-то API был добавлен в Vulkan, который как раз поможет синхронизации кадров для композиторов. То есть не смотрели вот? Вот прикол в том, что эти же API в Vulkan, они же реализованы в Meze как раз поверх вот DRM KMS API либо Wayland протоколов. То есть я здесь работаю как бы на уровень ниже. То есть вот эти вот API в Vulkan, они в свою очередь реализованы при помощи DRM KMS, которым как бы я пользуюсь напрямую. Ну, не думали сделать там конфигурационными флагами, чтобы типа вариант с Vulkan у вас был, если пользователю хочется? На самом деле еще нет. Дело в том, что тут нужна скорее поддержка библиотеки с MIDI, потому что там есть помощь для рендеринга, а в ней, тоже там, в ней надо делать. Я знаю, что некоторые хотят. Опять же, в Cosmic тоже приходят какие-то фичи-реквесты периодически, но вот пока решили еще не делать, потому что, плюсов как бы не очень много, а при этом OpenGL, он более широко поддерживается, поэтому да. Добрый день. Спасибо за доклад. Мне очень понравилось про Трейси. Да, это невероятно хорошо. Вопрос про... А можно вернуться к слайду, где очередь команд в Wayland отправлялась, и в конце там была коммит или что-то такое? Сейчас. Да. Вот, да. А тут вопрос, получается, что это как TCP... Хочется, чтобы было что-то вроде как TCP no delay. То есть здесь мы накапливаем команды и отправляем их. Это к вопросам все продолжение вопроса с задержками. Да, и второй вопрос, когда задержки мерили, компенсировалась ли задержка самого монитора? То есть монитор же тоже вносит задержку, но это уже не стэк. Так, вроде все. Да, спасибо за вопросы. Первый вопрос. Тут не нужен no delay, потому что у нас вот эта штука работает как? Мы не то что как-то накапливаем долго запросы перед тем, как их отправить. Наоборот, вот у нас происходит итерация event-лупа. Все, что нам пришло, мы сразу обработали. В конце event-лупа мы вызвали connection flash, и вот все сразу же отправили. То есть у нас нету никаких задержек, когда мы что-то копим. Мы вот чисто внутри одной итерации event-лупа копим запросы, и потом в конце итерации event-лупа их отправляем. Что касается монитора, вот это очень хороший поинт, и там даже не то, что задержка монитора, даже, я не знаю, от разных там условий яркости может зависеть, поэтому... тут переход с белого к черному, он самый дорогой для поэтому, монитора. Смотрите, я когда мерил задержку, я мерил исключительно на ровно одном и том же сетапе разные композиторы, либо разные терминалы. То есть я не смотрю на абсолютное число миллисекунд, а я смотрю на сравнительное число относительно других композиторов. То есть я смотрю, если у меня примерно столько же, то нормально. Если там сильно выше, то тогда плохо. А на абсолютное число я вот специально не смотрю именно по этой причине.
Да, еще продолжение. macOS известна своим там высокой скоростью, там 60 FPS было давно. Есть ли, собственно, сравнение с macOS и с Windows на задержку ввода? Просто было бы прикольно видеть разницу. Я согласен. Я вот в следующий раз, когда я доберусь мерить все эти задержки, я обязательно сравнюсь как минимум с Windows, самому интересно. macOS у меня, к сожалению, нет, тоже с радостью бы сравнился, но вот у меня нет просто устройства. Поэтому такие дела. И я думаю, это последний вопрос дальше. У меня не столько вопрос, сколько про тип. Если вернуться к слайду, где длинный импл-итератор, там Сейчас я есть такая, найду. не то чтобы фича, где можно написать trait alias, и если такой один и тот же длинный итератор используется в нескольких местах, можно здорово сократить. Ну, Ценой немного, пара строчек boilerplate. Ну да, я согласен. Тут не то, чтобы он как-то используется в нескольких местах, тут скорее просто, что одна функция, которая обрастает вот всем вот этим, а там типа в 75% мест, где я это использую, мне нужно только вот одно вот это поле, и как-то не очень приятно просто получается. А так-то, конечно, может там type alias написать, если очень плохо, да, конечно, само собой. И еще один вопросик. Как в Wayland с эксклюзивными фуллскрин окнами? Потому что я пользуюсь сам уже давно i3VM, и она очень не дружит с играми, запускающимися в полноэкранном режиме почему-то у меня. Смотрите, вот здесь вот, на самом деле, с фуллскрин окнами все, я бы сказал, даже лучше, чем где-либо. Но тут надо понимать, что на винде эксклюзивный фуллскрин, он эксклюзивно прям доступ к GPU дает игре, поэтому там есть, как правило, мод-сет, экран на черный становится. На Linux мы не даем эксклюзивный доступ к GPU, но при этом у нас есть фишка, когда мы можем, если у нас буфер от окна полностью покрывает весь экран, мы можем вот этот буфер вообще никак не поднимать GPU, сразу этот буфер напрямую переслать в DRM KMS. Вот эта штука, она используется, она есть во всех композиторах, то есть и в Gnome она будет, и там в Sway, и у меня, соответственно, тоже есть. Называется Direct Scanout, как правило. То есть все тут отлично работает, без всяких модсетов. Но сами игры в особенности... хотя, с другой стороны, я вот в последнее время играю через Proton в игры, на самом деле отлично работает, вообще без каких-либо проблем. Но иногда какие-то игры, что-то странное просто творят, и вот из-за этого могут быть проблемы, а так-то все работает, да.